Здравствуйте, не мое выражение, но процитирую. Если вы обнаружили себя в яме, главное перестаньте копать. Эта установка работает везде. Если вы видите, что у вас плохое здоровье, прекращайте есть все подряд, не досыпать и предаваться дурным привычкам. Если вы оказались в финансовой яме, прекращайте делать долги и ходить на малооплачиваемую работу. Но с такими задачами большинство из нас справляются, потому что это все как-то легко и на поверхности. В романтических отношениях все то же самое. Если ваша идеальная в начале любовная история портится вашей же собственной ревностью, то вам нужно срочно остановиться, перестать ревновать. Если романтические отношения заходят в тупик из-за конфликтов, вы никак не можете поделить власть, то вам нужно как минимум сейчас остановиться и перестать ссориться. После вот этой паузы, остановки, стоит выбирать какие-то новые тактики, стратегии в общении для двоих. Мои вопросы картам сегодня как раз об этом. Вот что именно, что лично вы делаете не так в вашей любовной истории, как далеко вы в этом зашли, и есть ли у вас возможность выбраться без особых потерь из создавшихся трудностей. Виден ли благополучный конец, мы спросим советы карт, что вам делать и главное, чего. Все представители знака Рыбы изначально созданы для любви, но таков уж он есть. Ваш 12-й дом, в котором вы обитаете, 12-й дом зодиакального пояса. Из одной материи сотканы рыбы и соткана любовь. Как будто бы вот молекулярный состав вашего тела, вашей души, ваших мозгов, он такой же, как молекулярный состав любовного романа. Поэтому вы, конечно, очень легко видите любовь, соглашаетесь с ней, умеете ее впускать, знаете, как-то очень правильно, открыто в свою жизнь. Вы имеете очень тонкие настройки на чувства, эмоции, переживания других людей. Поэтому вам легко любить, потому что вы интуитивно считываете, чего от вас хотят звезды и любимый человек. Вы не ошибаетесь, вы чувствуете спиной, вы слышите между слов. Вот именно такие поведенческие стратегии, они нужны в любви. Но, тем не менее, карта, мы задаем вопрос сегодня в данной конкретной романтической истории. Чем вы, рыбы, наносите себе и любимому человеку непоправимый, а может быть поправимый вред? Я использую колоду Таро Кроули. Карты очень старые, проверенные, не солгут, даже если захотят. Уже им слишком много лет. Карты будут и ваши, и его, вашего партнера. Ну или ее, неважно. Гадание мое одинаково действует и для мужчин, и для женщин работает. Чтобы не путаться в родовых окончаниях, я просто буду это все рассказывать как бы для женщин. Мужчины, соответственно, все переворачивайте в свою сторону. Ваши карты и карты партнера. Почему? Потому что, ну да, любовь – это всегда вложение с двух сторон. Это же не бывает так, чтобы один был виноват, а другой весь. Вернее, бывает на самом деле, но редко. Итак, ваши карты в начале. Да, ответим. У нас вообще один вопрос сегодня к картам. Только один. Масштабный. А там уже мы смотрим только детализацию. Портят ли рыбы существующую свою любовную историю? Да, портят, говорят карты. И еще как. Вообще разрушаете, подтачиваете. А самое печальное, что я бы эту историю не назвала бы с вашей стороны, для вас именно любовной, романтической. Потому что карта говорит о каких-то глубоких переживаниях ваших. Да, вы очень сильно переживаете, вы максимально сознательно и подсознательно вовлечены в эту историю. Вы только об этом и думаете, и только этим и живете. Это да. Вы видите сны, вы много предчувствуете. У вас на полную катушку сейчас вот в бешеном режиме работает интуиция именно на эту историю, именно на это партнерство. Но при этом вы ревнуете, вы подозреваете, вы не доверяете даже себе, вы
используете много-много несуществующих каких-то фантомных поводов для того, чтобы эту же историю собственными руками тормозить. А знаете почему? Откровение будет, наверное, для многих из вас. По опыту частных гаданий я знаю, что труднее всего люди сознаются. Знаете в чем? В том, что не любят сами. Свою собственную нелюбовь труднее всего признать. А вот я у вас любви-то не вижу. Вернее, карты ее не описывают. Они говорят, что вы боретесь с ветряными мельницами в этом партнерстве. Вы стараетесь, отражаете удар за ударом. Атаки со стороны внешних обстоятельств, кстати, возможно, воображаемые, даже скорее всего. Но это борьба, это война, это не любовь. Романтизма, на который вы способны, карты не выдают. Что-то пошло не так, и вы стали бороться. То есть вы с Венеры на Марс переключились. Думаете, что это конец. Может быть, вы так напугались, увидели мозгами, различили конец любовной истории неизбежный. И поэтому очень неправильные стратегии сейчас вы выстраиваете. Совет карт, естественно, нужен. Взрослости побольше. Заземлиться нужно срочно, потому что вы многого не знаете, а еще больше вам кажется, что вы не знаете. То есть есть какие-то тайны в вашем партнерстве, но в вашей голове и в вашем сердце они раздуты до невероятных каких-то масштабов. И нужно это все сдувать, приводить к каким-то понятным и очень рациональным знаменателям. И если сами не справляетесь, обратитесь к близким людям, подруги, родственники. Может быть, они могут вам что-то разъяснить, потому что вы нуждаетесь, чтобы вас направили в какое-то нужное русло. Но вы думаете, что это все в голове, прямо у вас совсем конец, расставание. Любовная история исчерпана, и занавес падает на стену. Это в вашей голове происходит. Реально или нет, я не знаю, потому что карты партнера прекрасные. И вам остерегаться нечего. Очень гармонично рядом с вами чувствует себя ваш любимый человек, про которого вы сейчас спрашиваете. Именно гармонично. То есть он и рад, что вас встретил. Он и не замечает, и не испытывает дискомфорта, который вы испытываете рядом с ним. Может быть, по невнимательности, а может быть, просто принимает вас такой или таким, какие вы есть, смирился с судьбой, с кармой своей. Планирует. Рядом с вами человек, который, безусловно, планирует с вами долгий путь. Очень. Вот он взросло, рационально вкладывается, помогает, тратит ресурсы, дружит с вами или хочет дружить. Хотя по вашим картам я пока не вижу, что это возможно. Поэтому, ну вот видите, большой перевес идет по энергетике карт. Суммарная энергетика карт с большим перевесом. Потому что у вас в минус все уходит, а у него сильно отрывается в плюс. А это тоже нехорошо, потому что ваш минус его плюс перекрывает, и вы скатываетесь в ноль опять. Математика работает везде, и в любви тоже. Поэтому подумайте, есть вам, конечно, если, может быть, вам это гадание будет полезным, и вы увидите и убедитесь, что ваши страхи напрасно, что вы ничего не теряете, и вашей любви здесь ничего не грозит. Тогда я буду считать свою миссию выполненной. Намерения партнера относительно вас и как они реализуются в ближайшее время. Сильные намерения, масштабные. Страсть. Еще раз, видите, карта описывает, вот его карта вашего любимого человека, описывает гармонию. То есть вот он сидит и благодарит Вселенную за то, что вы вместе, потому что вы в его представлении та самая вторая половинка, которую он долго искал. А вы, да, и он не замечает, что вы так не думаете. Спасибо.